Внимание! Масе об этих песнях писать не надо, ибо у него они отсутствуют. Коничева, я Эйнштейн. Подобных видео у меня не было уже давно, и это надо исправлять. У всех ОКП есть старые работы, которые могут очень сильно отличаться от новых. И нет, я не буду в этом видео говорить обо всем творчестве массы, ибо тут имеются в виду потерянные песни. По моему монологу вы уже поняли, о чем будет идти речь. Кроме того, я не буду упоминать песни, которые нашли еще до 2022 года. Не будем медлить. Massa Works Decision – это продюсер вокалоидов. Самыми его популярными песнями являются London Slug Party High и The Fox Wedding. Он создает песни в жанрах, таких как танцевальная электроника и традиционный японский стиль. Ранее у него был рок. В основном его песни своеобразные. И если вы узнаете слова из старой музыки, то у вас разрушится стереотип о том, что Massa делал в основном крипоту. Здесь будет идти речь о каких-либо песнях, у которых, как понятно по названию, есть отрывки, найденные в сборниках, но полные клипы отсутствуют или еще не найдены. Самая известная потерянная песня Массы – это «Интерфейс». Вышла она 9 марта 2011 года. Долгое время считалась третьей работой вышеупомянутого ВКП. Почему считалось, вы поймете чуть позже. Спели ее Хацуне Мику и Кагамин Рин. Тут присутствует Скриму, причем поет им и Мику, и Рин. Еще тогда он был под ником Эл. Фрагмент песни был загружен на YouTube 13 июля 2019 года. И с того времени многие люди, интересующиеся массой и Lost Media, начали поиски. На данный момент найдено 4 кадра и вышеупомянутый 10-секундный клип. Скажу еще пару фактов о песне. Вокала Мику нет справа, а Рин слева. В песне поется о том, что Кагамин из-за чего-то обиделась на Хацуне. И вторая получает от первой. Кстати, из фрагмента можно понять, что на момент появления сборника на песне было 178 просмотров. Ко времени удаления просмотров было больше. Второй популярной потерянной песней является «Медицинская свадьба». Спела ее Гуми, немного спела Хацуне Мику. А сам трек с клипом вышел 25 мая 2011 года. Кстати, к тому времени Масса стал массой. Знаю, звучит тупо, но так оно и есть. С того момента, как о ней начала просачиваться информация, кусочка клипа не было. Появился он только 12 июня 2022 года. На песне было на момент появления сборника 86 просмотров. В описании к песне Масса пошутил про то, что поженился. Он после отметил, что это шутка, и извинился. Еще в том же описании написано, что песня о девушке, что сдержала некое банальное обещание. Кстати, в клипе у Гуми что-то с руками. Не спрашивайте. Самой первой песней на тот момент Элла считалась «Не говори прощай». Вышла она 17 февраля все того же 2011 года. И спели трек все те же Рин и Мику. С ней произошла похожая ситуация, как и с «Медицинской свадьбой». То есть фрагмента долгое время не было. Он был найден в тот же день, что и кусочек вышеупомянутой песни. На момент появления сборника 23 просмотра. Кстати, возможно, что песня связана с интерфейсом, а конкретнее из-за последнего слова в отрывке, которое произносит Рин. В описании написано, что превью не совпадает с песней. А сейчас я расскажу о песнях, отрывки которых нашли в этом году, и заговорили о них только сейчас. Расположены они будут от старых до новых. Песня, о которой сейчас пойдет речь, называется «Хрустальная дива». Вышла она 27 декабря 2010 года. Спела Хацуне Мику. У Массы тогда был ник Юки. Да, Масса любил менять ники. Отрывок был выложен на ютубе 18 июня 2022 года. Иллюстрация была написана человеком под псевдонимом RP. Он нередко рисовал клипы Массе. Сколько просмотров было на песне, не указано, отрывок обрезан. В описании написано о том, что в песне две Мику излагают по-разному свои чувства. Хотя здесь задействован один оппонент Мику. Ладно, неважно. Эта песня является ремейком предыдущей.
Эта версия «Хрустальной Дивы» вышла 7 февраля 2011 года. Иллюстрация была нарисована массой, Эллом. Эта версия изменена, как уже понятно по названию. Неизвестно, изменен ли был текст, но вокал и музыка точно подверглись изменению. Как минимум, песня длится на 3 секунды меньше. Отрывок был выложен на YouTube в тот же день, что и у прошлой версии. Он обрезан, поэтому узнать, сколько просмотров, мы не можем. В описании написано, что песня была сделана на основе канона. А какого это, нам надо уже додуматься сами. Самая поздняя потерянная песня — это Twinkle Star. Перевести мне это не удалось, если это не Twinkle Star, мерцающая звезда. Она вышла 14 сентября 2011 года, прямо перед Beheading Dance из Anibi Series. Спели ее Мику и Гуми. Иллюстрацию нарисовал Маса, уже ставший им. Фрагмент был выложен на YouTube 19 июня 2022 года. Описание отсутствует по какой-то причине, видимо, оно не сохранилось. Зато в описании написано, что это либо клип, либо нет. На песне было 169 просмотров. Тут будет идти речь не о песнях, которые нашли до 2022 года, а о песнях, в которых присутствуют и отрывки, и полные клипы, найденные в этом году. Помните, я говорила о том, что Interface долгое время считалась третьей песней Массы? Можете не отвечать, ибо сейчас мы будем говорить о настоящей третьей песне. Она называется «Рай для сладкоежек», ее исполнила Хацуне Мику. Сама мелодия взята с канкана, но текст изменен. Фрагмент появился на YouTube 18 июня, опять же, 2022 года. На нем был 291 просмотр в сборнике. Полная версия появилась 26 июня. В описании песни было написано о том, что через нее Масса хотела рассказать о том, что он любит сладкое. Еще один раз «Хрустальная Дива». Эта версия вышла 6 апреля 2011 году, но в этот раз описание с первой версии оправдывает себя, ибо здесь используются два аппенда Хацуне Мику. Поначалу я думала, что это просто клип на вторую версию, но они все разные. Отрывок был выложен 19 июня, а полный клип буквально через неделю, 26 июня. В описании написано о том, что он вмешал в оригинал строку классической песни. Чего? А сейчас расскажу тоже об одной потерянной песне Массы, у которой не сохранился даже отрывок. Это самая первая песня Массы под названием «Кагоме Песня». Спела ее Хацуне Мику, а вышла она 24 ноября 2010 года, очень давно. Песня являлась ремиксом детской песни «Кагоме Кагоме». Еще Масса тогда был под ником Юки, а иллюстрацию делал RPE. Как я уже упомянула, полный клип и фрагмент отсутствуют. Опять же, внимание, это всего лишь предположение, соглашаться с ним вам или нет, решать только вам. Кроме всех вышеупомянутых песен, были еще удаленные треки с Нико Нико, а эта песня была удалена только с YouTube. Я предположила, почему. Популярность тут ни при чем, например, на той же Anibi было много просмотров, но она удалена и на Нико Нико, и на YouTube. Теория при рисунке тоже отпадает. RPE иллюстрировал для Массы некоторые песни. Видимо, дело в том, что Массе не нравилась либо сама музыка, либо текст, либо тюнинг, что маловероятно. Это видео подошло к концу. Я рассказала все, что знала сама. Сайонара.